Когда мать восьмилетней девочки услышала, что люди в школе говорили, что ее дочь выглядит беременной, она запаниковала. Маме казалось, что все в порядке, но УЗИ выявило нечто такое, что ошеломило ее. Неожиданная угроза здоровью– это всегда тяжелое испытание. Когда это случается с самым младшим членом семьи, ситуация часто может казаться безнадежной и несправедливой. Лия из Сиднея и ее муж думали, что с их младшей все в порядке, пока не услышали странные сообщения из ее школы. Восьмилетняя Джада казалась здоровой. Ее родители признались, что она была крошечной и хрупкой, но ей всегда не хватало роста, и они никогда по-настоящему не сомневались в этом. Джада также была младшей из 4 детей, поэтому они думали, что ее недостаток энергии был просто неспособностью угнаться за бурным образом жизни занятой семьи. Все изменилось, когда дети в школе Джады начали говорить, что она выглядит беременной. Лия не смогла удержаться и приподняла бровь. Дети могут быть злыми, но этот случай казался исключительным. Хотя сама она не замечала ничего странного в поведении своей дочери, мама и ее муж тем не менее решили обратиться к врачу. Поэтому они с мужем отвели свою восьмилетнюю дочь на УЗИ. Этот прием привел в движение события, с которыми Лия и Виктор никогда не думали, что им придется столкнуться. Мама 4 детей вспомнила, как отреагировал специалист, проводивший УЗИ, после завершения процедуры и мельком взглянув на живот Джады. Лия в шоке вспоминала об этом испытании. Лия вспомнила, как сонографист снова направил их к врачу, который показал, что вздутие живота Джады было результатом увеличения всех ее органов. После ужасного вердикта врача семья бросилась в больницу за неотложной помощью. Джада и ее семья провели в больнице целые выходные, отчаянно надеясь, что найдется решение для ее состояния, которое уменьшит отек ее органов. Персонал больницы прописал диуретики, но из-за огромного количества воды, скопившейся в ее органах, Джада потеряла огромное количество воды. Лия вспоминала, они дали ей диуретики, и Джада потеряла 5 килограммов воды. Медсестра осталась с нами, потому что быстрая потеря такого количества жидкости подвергла ее риску остановки сердца. Наконец, в следующий понедельник больница нашла специалиста, который мог бы взглянуть на случай Джады. Клэр, специалист по трансплантации, обратилась к семье, чтобы прояснить ситуацию, объяснив, у вашей дочери рестриктивная кардиомиопатия. Лия отметила, что диагноз был для нее как пощечина. Диагноз означал, что Джаде потребуется пересадка сердца, новость, которая шокировала бы даже закаленных взрослых. Медицинский персонал, ответственный за Джаду, провел серию сложных тестов, чтобы подготовиться к необходимой процедуре, которая включала эхокардиограмму. Лия и Виктор отправились в Мельбурн, чтобы встретиться с командой, которая будет оперировать их дочь. Родители прибыли в столицу штата Виктория, все еще веря, что у их дочери впереди еще несколько лет. После встречи с хирургами, докторами и медсестрами, представленными к Джаде, пара поняла, насколько тяжелой была ситуация. Маленькую девочку Лии сразу же включили в список пациентов, которые больше всего нуждались в новом сердце. Команда в Мельбурне провела еще множество тестов и сказала 2 родителям, что им необходимо приступить к трансплантации как можно скорее. Однако на данный момент семье пришлось вернуться домой. 3 месяца спустя команда нашла идеальное сердце для Джады, и Лии позвонили с просьбой вернуться в Мельбурн. Семья села в самолет, и Лия вспомнила, как весь полет сжимала руку милой пожилой леди. Лия, Виктор и Джада сразу после приземления отправились в больницу, где медсестра проводила их в палату. Хирург представился семье, и команда приступила к операции. К счастью, осложнений не было, и хирург вернулся к родителям с хорошими новостями о том, что все прошло успешно. Тяжелое испытание сказалось и на родителях Джады, но Лия прокомментировала, что все, наконец, встало на свои места. После операции Джаду перевели в отделение интенсивной терапии, где медсестры присматривали за ней, пока она выздоравливала. Несколько часов спустя ее родителям разрешили увидеться с ней, и Лия вспоминала, несколько часов спустя мы вошли в отделение интенсивной терапии. Ничто не может подготовить вас к этому. Я чувствовала себя так, словно покинула собственное тело.
Я онемела. Она лежала там безжизненная. Это было ужасно. Хотя трансплантация прошла успешно, Джада столкнулась с несколькими незначительными трудностями во время выздоровления, из-за чего провела в больнице дольше, чем ожидалось. Пока девочка выздоравливала под заботливым присмотром персонала больницы, Лия и Виктор оставались в номере, предоставленном им Heart Kids. Донорское сердце почти идеально подошло юной Джаде. Ее также навестил фонд «Загадай желание», который подарил ей кошку-сфинкса. Джада выбрала бесшерстную кошку, потому что у ее мамы была аллергия и потому что она читала, что у этой породы часто бывают проблемы с сердцем, с чем Джада могла согласиться. По мере того, как Джада растет, она по-прежнему проходит регулярные обследования, чтобы убедиться, что новое сердце не отторгается. Лия с радостью сообщила, что 4-й тест показал 0% отторжения, что вселило в семью огромную надежду. Хотя тесты могут быть сложными и вызывать беспокойство, у Джады есть ее кошка Пенни в качестве поддержки. Тяжелое испытание сказалось и на родителях Джады, но Лия прокомментировала, что все, наконец, встало на свои места. Мама научилась ожидать неожиданного и счастливо видеть, что ее дочь живет обычной жизнью. Она сказала, сейчас Джада здорова и сильна. Мы чувствуем себя такими счастливыми.